Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с человеческим лицом. И сегодня я расскажу вам о смартфоне Redmi K70 Pro. Скорее всего, этот Xiaomi-шный девайс вы не увидите на глобальном рынке, но вполне возможно, чем черт не шутит, может быть и да. Я его для вас сравню в обзоре с iPhone 15 стандартно по съемке, хотя, разумеется, эта линейка Redmi ничем не блещет с одной стороны, с другой стороны смартфоны становятся в каком-то смысле дороже, процессоры мощнее, алгоритмы лучше. И может быть что-то они там смогли, тем более телевик в X2 здесь уже снимает довольно неплохо. Если говорить о смарте кратко, здесь у нас металлическая рамка, 120 Гц экрана, помимо этого одинаковые рамки, высокая яркость, просто великолепный сканер отпечатков пальцев. И я бы сказал, что это первый раз, когда он за неделю у меня начал подглючивать, и это только получается во время записи обзора. Если смотреть на смартфон, то он всегда разблокируется через палец. Но не будем его оправдывать, тем более посыл ролика будет чуть-чуть другим. Если говорить про камеру, здесь у нас возможность снимать в 4К 60 FPS, 8К 24 FPS. Фронталка довольно аккуратная, но у нее разрешение для съемки 1080p 60 FPS. Разумеется, Snapdragon Gen 3 2 миллиона баллов в Antutu выбивает. Внутренняя память у него какая-то нереально неприлично быстрая. Она выбивает по каким-то неясным мне причинам аж 198 тысяч баллов в Storage тесте. Разумеется, есть NFC, GPS. Разумеется, они анонсировали Type-C-шник. Здесь третья версия, хотя мои тесты не совсем это подтверждают, но об этом чуть-чуть позже. Я уже гонял его на лайв-канале в играх, гонял на лайв-канале в обзоре одним кадром. Посмотрите обязательно, чтобы узнать примерно, как камера может снимать в режиме реального времени без остановки в течение 10 минут, что она делает с динамическим диапазоном. И особое внимание отмечу, что на лайв-канале подобных обзоров уже 40 штук. В основном флагманов вы сможете легко увидеть разницу, потому что условия одинаковые для всех смартов. Если говорить про, опять же, какие-то вещи из разряда позитивных. Очень классная вибра. Довольно неплохое стерео, хороший звук, но, понятно, с чуть-чуть перекосом в полуторку. Здесь у нас прямые грани, никаких вам водопадов, и это удобно. Отличный комплект, как всегда у Xiaomi, и в течение 25 минут он с 0 до 100% у вас заряжается. Какие же реальные результаты тестов и всего остального, сейчас вы узнаете, увидите, и для себя сможете сравнить в сравнении с яблоком, насколько все хорошо или плохо. Смотрим. Распаковка. Поставляется смартфон в коробке из плотного картона, на ней есть краткая информация и название модели, ну и название операционки, новенькой, а проще сказать переименованной. Упаковано все хорошо, в комплекте мы имеем сам смартфон, GAN адаптер питания на 120 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, ключ для прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты, карту памяти, разумеется, поместить туда нельзя, место под это дело не предусмотрено. Последний это обыкновенный силиконовый чехол, но он, кстати, очень неплохого качества. Габариты смартфона 160 на 75 на 8,5 мм, а вес 209 граммов. Напоминаю, что на канале розыгрыш. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Помимо этого еще iPhone 15 на Новый год попытаюсь разыграть. Все зависит от вас, условия в описании. Подписывайтесь с колоколом и не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного. Полетели. В продаже есть 3 базовые расцветки. Это черный, белый и зеленый. Про коллапс Lamborghini нет смысла говорить, так как в продаже я не встречал еще подобных версий. Дизайн обновился, если сравнить его с прошлыми моделями. Выглядит смартфон интересно, и как я уже говорил в обзоре на смартфон OnePlus 12, есть ощущение, что дизайн у этих смартфонов создал один и тот же отдел. Если конкретно, даже, наверное, человек, как минимум расцветку. Собран смартфон хорошо, качество материалов отличное. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамки алюминиевые. Защиты от влаги и пыли, к сожалению, нет. По эргономике все тоже в пределах нормы, в руке смартфон лежит удобно. Да, грани прямые, но тыльная часть слегка закругленная по краям. Пользоваться одной рукой можно, и главное, экран не водопад. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости и разъем USB Type-C OTG. Мои тесты не подтверждают 3.2, а подтверждают в лучшем случае 2.1. Я не знаю почему, но реклама здесь разнится с реальностью, во всяком случае у меня. Далее есть микрофоны и динамики. Звучание здесь стерео, но это больше полуторка. Люфт у кнопок, кстати, в наличии, пусть и небольшой, и Type-C-шник сделан не по центру.
центру. Это прям визуально видно очень хорошо. Хотя по сравнению с OnePlus 12, который был у меня на руках, посмотрите в моей телеге фотографии, это просто великолепная сборка, но не лучшая. Повторяю, что динамики хорошие, для персонализации звука в настройках есть предустановки для различных сценариев использования, и плюс еще есть персонализированный эквалайзер. На него смартфон реагирует неплохо. Аудиокодеков на борту более чем достаточно, и новенькие тоже есть. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый, но, конечно же, он не такой хороший, как в смартфонах от OnePlus. Хотя очень близко, он прям топовый. Настроить силу вибрации и виброотклик можно, и К-порт в наличии, а вот мини-джек отсутствует. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 3200 на 1440 пикселей. В настройках, разумеется, можно уменьшить разрешение для экономии заряда, рамки минимальные и симметричные. Плотность пикселей 526 ppi. Это очень хорошо, так как смартфон можно использовать даже как читалку без сильного дискомфорта. Экран поддерживает HDR10+, и Dolby Vision. Широкая цветовая гамма 100% DCI-P3, а глубина цвета 12 бит. Пиковая яркость в режиме HDR 4000 нит. По моим замерам, на 100% яркости смартфон выдает 780 люксов, что меньше, чем у Poco F5 Pro, но если включенный режим Sunlight, он выдает 1100 люксов. Но об этом чуть позже, потому что какая разница, что он выдает, когда он практически сразу яркость сбрасывает, правда? Частота обновления экрана максимум 120 Гц, а частота сенсорной дискретизации 2160 Гц. Результат теста на частоту дискретизации касания вы видите на экране, он не средний, но в играх сенсорный отклик хороший. Мультитач на борту, экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно, частота регулировки шима 3840 Гц, показатели шима вы видите на экране, по мне он отличный. Пользоваться смартом можно даже тем, у кого глаза чувствительны к шиму. Но по поводу экрана, еще раз напоминаю, что это не LTPO, то есть здесь не от 1 Гц до 120 Гц. Полноценный АОТ в наличии. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, расположенных под экраном, распознавания лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает просто волшебно, и хотя многие скажут, что он расположен дешево, но когда, опять же, мы видим расположение дорогое, как у Meizu 21, наверху, допустим, сканера, там он работал отвратно. Здесь он работал просто супер. 100% попаданий. Распознавание лица срабатывает стабильно, хорошо даже под углом. Далее, переходим к самому приятному и неприятному одновременно. Почему? Потому что это самый последний процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, которые сюда запихали. И максимальная частота у него 3,3 ГГц. Графический процессор Adreno 750, интерфейс HyperOS на базе Android 14 версии, русского языка на борту нет, что неудивительно. Разумеется, можно вручную все это дело переводить, но это все костыли. Система работает хорошо, да, это не MIUI, но практически не отличается от нее. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12, 16 и 24 гигабайта. Внутренняя память UFS 4.0 и на выбор 256, 512 гигабайт или 1 терабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, 5G сетей, 4G сетей ниже, но eSIM нет, потому что это, опять же, китайский смарт, и нет 7 и 20 бенда для 4G. Разумеется, вам те, кто будут пытаться продавать этот смартфон, будут рассказывать, никаких проблем с этими смартфонами у них нет, но у вас вполне возможно они будут. Датчик приближения работает хорошо, запись разговора в стоке без уведомления собеседника о начале записи, разумеется, есть, потому что это китайская версия смарта, напоминаю, в глобалках такого не бывает. Bluetooth версии 5.4, NFC поддерживается, MirPay встает. GPS-тест показывает точность 3 метра, тоже стандартно. Из датчиков на борту оптический датчик расстояния, датчик освещенности на 360 градусов, акселерометр, датчик цветовой температуры и электронный компас и гироскоп. Далее, емкость аккумулятора здесь, как всегда, 5000 мАч. В PC-марке он отработал более чем хорошо. Почему? Потому что он выдал Work Performance 16471 балл, а в тест на автономности 7 часов 48 минут. И я напомню, что у него просто супер флагманская плотность пикселей, 120 Гц, максимальная яркость экрана была. Также 70К Pro поддерживает быструю зарядку на 120 Вт, беспроводной зарядки нет, за что минус, кстати, как и нет реверсивной, разумеется, зарядки. Заряжается он от родного адаптера питания от 0 до 22% за 5 минут, от 0 до 80 за 25 и от 0 до сотки за 30 минут при отсутствии активации буста. То есть вы, если включаете буст в настройках, то тогда он у вас будет заряжаться за минуты 24, по-разному все время, 24-25. При просмотре видео на YouTube в среднем уходит в час у меня 5% заряда, иногда 4, а в играх в час уходит тоже рандомно, 24-28% заряда. На Твиче я его уже гонял. Почему рандомно? Потому что где-то через минут 10-15 смартфон начинает лютейшим образом лагать. И я бы мог сказать, что это все Snapdragon Gen 3, если бы до этого я не гонял несколько смартфонов на Snapdragon Gen 3. Даже Red Magic, даже Meizu 21 проявили себя лучше, чем этот смартфон в играх в раз 10. И, разумеется, OnePlus 12, который вообще 2 часа отрабатывал. И как мне, опять же, подписчики написали, что там просто глюк в прошивке, это, конечно, эпичный фейл для BBK.
окей. Глюк прошивки, что нужно отключать и включать потом герцовку, и она появляется в 90 Гц в PUBG. Это я про OnePlus. Но здесь все ниже, чем у смартфона за $150 по стабильности. Перейдем к тестам. В тротлинг-тесте смартфон выдал 471 гипс максимально, 399 гипсов в среднем и 139 гипсов минимально при 100 потоках при 30 минутах. Я вообще несколько раз его гонял, можете посмотреть. Плюс-минус у всех обзорщиков одинаково. Что он выдал в Geekbench и в 3D Mark вы видите, но единственное, я отмечу, что 3D Mark он у меня прошел полностью вне холодильника. В отличие от некоторых других смартфонов, которых мне приходится запихивать в холодильник, смотрите обзоры, чтобы знать какие. По поводу Antutu, он выбивает 2 миллиона 26 тысяч баллов в минимальной комплектации, спокойненько в Storage тесте выбивает космические 193 тысячи, интерфейс плавненький, все работает хорошо. Ну и по поводу стабильности в стресс-тесте, там все, конечно, печально, ну а что делать? И опять же, печально после где-то 35 минут. В игре все происходит намного быстрее. Переходим к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и LED-вспышки. Основной сенсор OmniVision OV50K Light Hunter 800 на 50 мегапикселей с апертурой 1.6, сверхширик на 12 мегапикселей и телефотосенсор OmniVision OV50D40 Light Hunter 400 на 50 мегапикселей с апертурой 2.4. Цифровая, как и оптическая стабилизация на борту, запись видео доступна в максимальном разрешении с основного сенсора 8К 24 FPS, 4К 60 FPS, разумеется, также на борту. Ну и напоминаю, что круто, что здесь есть телевик, пусть X2, но все равно. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. Обязательно смотрите примеры съемки, потому что я там рассказываю про смартфон и, в принципе, про его возможности в съемке. Допустим, что у него у фронталки, ладно, что 1080p 60 FPS, так еще и роллинг шаттер. На борту, разумеется, очень много вспомогательных функций. Короткие примеры вы сейчас увидите. 4К 30 FPS, съемка с двух рук, iPhone 15 против Redmi K70 Pro. Ультраширик 4К 60 FPS на iPhone, 4К 30 FPS на нашем прекрасном Redmi, и максимум Redmi может выдавать X10. Яблоко X2 и максимум X6. Но если сделать X6 также на Redmi, то будет вот такая картинка. Ультраширик. Ультраширик. По цветам правильно передает яблоко и, ну, опять же, чего хотите от Redmi, когда Redmi это Redmi, это даже не Xiaomi. И основной модуль 4К 60 FPS Redmi против Apple. Немного в движении круг сделаю небольшой, чтобы вы оценили всю глубину глубин. На яблоке можно уходить на ультраширик, все помнят. На Redmi K70 Pro этого делать нельзя, к сожалению или к счастью. И вот так в ТЦ вы спокойненько сможете прогуливаться и что-либо снимать. Даже ускоряясь, можно получить неплохую картинку. Хотя, как говорится, все относительно. Что такое хорошо и что такое плохо. И 1080p 60 FPS на обоих смартах, и на яблоке, и на Redmi. Но яблоко, как вы помните, может 4К 60 FPS. И вот она разница. 4К 60 FPS для яблока и 1080p для Redmi. И вполне возможно, вы даже не увидите разницу. Тогда зачем платить больше? И 4К 60 FPS, сложные объекты, много света. Очень, кстати, неприятного для смартфонов. И рано или поздно я перестану iPhone 15 таскать в чехле, и камеры, точнее микрофоны будут чуть лучше. Но пока только так. Потому что при любом раскладе этот великолепный смарт под названием Redmi K70 Pro у меня тоже в чехле. И вот так вы сможете снимать данные чудеса. И 4К 60 FPS против 1080p 60 FPS. Еще чуть-чуть. С диодиками. Вот так. И еще немного фронталки. 4К 60 FPS против 1080p 60 FPS
Xiaomi против яблока. И вот так вы сможете себя снимать. Я думаю, хватит для сравнения. Вообще интереснее всего, согласитесь, все-таки смотреть в сравнении. Понятно, что кропается разрешение фактически для вас это 1080p 60 fps, потому что половинка картинки. Но, опять же, даже с физической точки зрения, тот, что лучше, должен выглядеть лучше даже так. Ночь, улица, фонарь. И это 4К 30 fps. Единственный режим, в котором K70 Pro может менять модули с основы на телевик. Вот. И телевик почему-то отрабатывает лучше остальных. Заметьте. Здесь X10 максимум у яблока. Вот, допустим, X2 как раз на телевике. Почему-то, точнее, на основном модуле получше кроп на телевике у... Такое ощущение, что он не переключился. Ну ладно. В целом, вряд ли вы будете таким образом использовать данный смартфон. Но если вы будете использовать его ночью, то вот так примерно. Кстати, не сказал бы, что он хуже снимает, чем яблоко. Ну да, информации намного меньше, но в принципе картинка может быть даже ничего. Но опять же, не за эту стоимость. Здесь все вы платите за процессор. Экран здесь не мега топ, в основном за процессор. Еще раз, 4К 60 FPS. Напоминаю, что по какой-то неясной мне причине у Redmi я наблюдал Rolling Shutter днем. А Redmi никогда не был камерафоном. Вот сейчас 1080p 60 fps. И вот так вы примерно сможете себя снимать в тех или иных условиях обстановки. Хотя, опять же, одним кадром я все равно с ним пройдусь, поснимаю вам, потому что стоимость все равно не маленькая, и вполне возможно его на глобалке и не будет. Вот. Исходники качаем мои ТГ у всех фоток. Ну что же, вечернее фото, и мы сравниваем, разумеется, iPhone 15, он у нас справа с Xiaomi Redmi K70 Pro. Насколько хорошо один или второй смартфон справился при фотографии, и, как мы видим, разница довольно большая. Притом, сказать, что прям люто iPhone выигрывает, кстати, я не могу. То есть, да, по цветам выигрывает, по шумам однозначно, по деталям тоже, но в то же время, если мы отдаляем фотографии, то по большому счету, да, здесь у нас живенькое фото с всеми возможными отражениями, и здесь у нас с цветами беда с одной стороны, с другой стороны и то, и другое фото можно использовать, и ощущение, что одного, что другого. Вот смотрите, допустим, как с фарами отработала камера у iPhone и как она отработала у Redmi. Ну да, здесь больше шумов, здесь такое качество, такое себе. С другой стороны, если ты будешь кидать куда-то в телегу, то, мне кажется, и того, и другого хватит качества. Ну, здесь, как все не любят, здесь наоборот, у нас iPhone 15 слева будет, а Redmi будет справа. И по качеству фотографии сразу можно увидеть, где есть кто. Разумеется, у нас iPhone с апертурой 1.6 ISO 50, Redmi с апертурой 1.6 ISO 50, и вроде бы фотка должна быть одинаковая, но, разумеется, не должна быть. Почему? Потому что абсолютно разного класса устройства. С другой стороны, стоимость не такая уж сильная и разная уже. Давайте откровенно, в рублевом эквиваленте на том же Авито, ну, 20% разницы, 30%. С одной стороны. С другой стороны, Redmi неплох. То есть, если убрать вот эту фотографию, как мне хочется сделать, и сказать, что вот сделал фото людей в движении, и все вроде неплохо, ничего не размыто. По динамическому диапазону не все так и плохо, углы не замылены. Говорю, скачивайте исходники и оценивайте сами. Почему? Потому что все это очень сильно субъективно с этими фотографиями. Вопрос, что вам надо. И, наверное, сегодня это больше не анализ фото, потому что Redmi фотографирует, прямо скажем, довольно посредственно. Но посмотрите, абсолютно адекватная фотография. То есть я делаю это каждое утро с разными смартфонами, и размытие неплохое. Не сказать, что в фокусе даже кружка
как-то не так. Тоже фото, если говорить про цвета или про что-то еще, ну, язык не повернется, потому что, посмотрите, вот все хорошо. И даже по детализации, да, можно сказать, что детализация не очень, но вы пока этого не видите. Вот я уже начинаю приближать, да, здесь все поплыло, но вы же делаете кадр не для того, чтобы вот так кропать. И ничего здесь криминального нет, никаких замыливаний. С динамическим диапазоном не все так и плохо. Если посмотреть, как он отработал с небом, тоже неплохо. Да, смартфон с неба звезд не хватает, а за те же деньги какие-нибудь те же пиксели рвали бы его по полной программе с этой фотографией, и не только они. Но в целом, если, опять же, представителям Китая необходимо фотографировать, вы поймете, почему я так говорю, досмотрите до конца, то почему нет? Хорошее фото. HDR, 4К 30 FPS, ночь, и вот такие видосики вы сможете записывать при необходимости в каких-нибудь красивых для вас местах. 4К 60 FPS, фудблогерам привет. Вот так вы сможете снимать всякие пиццы, или хлеб, или коктейли. Притом не особо заморачиваясь, то есть он довольно быстро меняет фокус. И я бы сказал, что даже при недостаточном освещении снимает очень классно. День, 4К 60 FPS без режима HDR. Режим HDR у нас работает только в 4К 30 FPS. И так вы сможете снимать на улице. Солнце в наличии, но не особо яркое, потому что оно уже ближе к закату. В целом картинка потребна. K70 Pro Redmi. И солнце начинает уставать. Вот так с одной руки вы сможете снимать рядом движущиеся объекты у дороги. Ультраширик. Впервые по этой стороне нет машин. X1. Кстати, можно проверить насчет, смотрите, ультраширик. И переходим, да, он переходит на основу. Это, конечно, классно. Это классно. 4К 60 FPS, основа и X6 максимум. Только жаль, что ультраширик только в 4К 30 FPS. Ну и он, соответственно, переходит потом на основу. И фронталка 1080p 60 FPS. Осталось 3 злобных смартфона. Это K70 Pro, iQOO 12 и Vivo X100 Pro. Из того, что у меня прям супер горячее на руках. Ну а дальше пойдет всякие Infinix, которые я купил за копейки с Tecno, которые потом будет на вес надо, наверное, продавать. Потом после этого я буду делать обзоры на K70 обычный и K70E. Ну и дальше уже пойдут, я думаю, GT5 Pro, если не заблочится, я проверю. И после этого будут всякие iQOO Neo 9 и Neo 9 Pro. Еще немного классных видов. Вот такой фонтанчик. Разумеется, он работает только в сезон. Вне сезона его всегда ремонтируют. То есть, когда много людей, он работает. Когда людей немного, он не работает. 4К 60 FPS. Основа. И здесь будет праздник. И будут проверять на Нина. И та же история с фудблогингом в 4К 60 FPS. Надеюсь, вы видите разницу. Ну или не видите. Но вообще в целом работает неплохо. И ультраширик в 4К 30 FPS. Тот же фудблогинг. На фото никак не могу поймать, как вот эта штука мигает. А в итоге она перестала мигать. 4К 60 FPS. И если стараться мега плавно все вести, то это будет выглядеть вот так. Ну и зум на фото максимум X20. Роллинг шаттер. Я, кстати, вижу роллинг шаттер. Вы видите роллинг шаттер? Зумировать нельзя. Роллинг шаттер. Очуметь. Вот такой вот K70 Pro. И еще немного того, как кофе варится. Мы это уже делаем на всех смартфонах. И вот так кофе, да, все можно будет записывать, как вы варите
на съемной квартире в отпуске на югах. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память, нет мини-джека, нет бендов 7 и 20, нет беспроводной зарядки, и он пока просто безумно лагающий, тормознутый в плане игр и перегрева экземпляр с одинаковым дизайном, как у OnePlus 12 по расцветкам. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Надеюсь, что вам интересны китайские смартфоны и мое мнение по поводу них. Если интересны, ставим лайк, колокольчик и пишем в комментах, на какие бы еще железки вы бы хотели увидеть мой обзор. Напоминаю, что на лайв-канале есть обзор одним кадром на этот смартфон, и на лайв-канале есть еще игровой тест этого смартфона, поэтому смотрим, оцениваем и решаем для себя, что вам надо, а что не надо. Первое. Здесь нет 7-20 бенда, и чтобы вам кто ни говорил, что все будет у вас в порядке, без 20-го бенда все будет, скорее всего, в порядке. Без 7-го в порядке может быть только у людей, которые в студии сидят. Почему? Потому что все-таки это китайский смартфон с китайской агрегацией частот. И если говорить про его стоимость, была бы она на процентов так 10 ниже, я бы вам, наверное, посоветовал его. Но учитывая, что он хуже всех прошел игровой тест у меня, а Redmi всегда славились играми. У него никакая не супер волшебная камера, и у него нет защиты от влаги, и, скорее всего, еще и в глобалке его не будет. И рекомендовать, к сожалению, я его не могу, потому что в эти деньги можно купить просто море девайсов, старых, новых, тех же Xiaomi 13 защиты от влаги, уже оптимизированных, и неизвестно, когда это дело допилят, потому что, еще раз повторяю, что такого хаоса и такой ужасной стабильности не было пока у меня, наверное, за 2 года ни разу при игре в PUBG, а это основная характеристика для этой штуки, потому что когда вы говорите «мне смартфон не для игр, мне смартфон не для съемки», ну куда вы тогда идете? Зачем вам смарт за $500? Вот ради чего? Экран классный, но он не LTPO, то есть это хороший такой экранчик на 120 Гц. Инфракрасный порт у вас будет, мини-джека не будет, и вроде бы все неплохо, но повторяю, что в эти деньги можно купить очень много всяких интересных глобалок, стареньких, не очень, почти старых. А здесь, когда они допилят, нужно будет ждать и покупать исключительно за копейки. Да, металлическая рамка и вот эти вот все плюшки, они очень сильно подкупают, но то, как это здесь реализовано, поспешили, насмешили. Я специально делал на него обзор уже после OnePlus 12, Meizu 21 и еще iQOO 12 Pro, и вроде бы они должны были все сделать, уже успеть с этими обновами. Но нет. И это показатель, притом плохой. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, напишите в комментах, продолжать ли делать обзоры на китайские смарты, потому что я, конечно, прекрасно понимаю, что эту модель мало кто приобретет. Из моих подписчиков, наверное, надеюсь, никто не приобретет, потому что неразумно, слишком дорого. Девайсу от меня как таковому, если ты живешь в Китае и понимаешь, зачем ты его покупаешь, наверное, да. Но, скорее всего, все-таки тоже нет. Потому что, опять же, в те же деньги можно купить много всего интереснее. Добра и удачи вам, дорогие друзья!